Друзья, всем огромный привет, меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Как только у меня в руках появилась новая Sony Xperia Pro I с дюймовой матрицей, которая на самом деле не используется по полной программе, потому что она просто не влезает в кружочек объектива, я, конечно же, подумал, надо, конечно, ее сравнить с Xperia 1 Mark III. И поэтому прямо сейчас, друзья, мы с вами и посмотрим, на что же способна вот эта Сонька, у которой фантастически крутой дизайн по сравнению с более стандартной Xperia 1 Mark III. Обычно все сравнение я начинаю именно с фронтальной камеры. Но так как у нас здесь у Соньки Pro I дюймовая матрица, я решил снять все сразу на нее, на основную камеру. Поэтому вы сейчас видите, как все выглядит. Так что изучайте, смотрите на засветы, на стабилизации. А мы с вами пройдемся по всем моментам, которые связаны с фото и видео на этих смартфонах. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Погнали! Сразу хочу напомнить вам о том, что сейчас, в эти непростые времена, конечно же, приобретать Соньку достаточно сложно. Ее и найти-то сложно. Но если вы фанат эксклюзивных телефонов, а безусловно, Sony Pro I эксклюзивный телефон, собственно, такой же, как и Xperia 1 Mark III, если вам нравятся вот такие необычные смартфоны, я вас отправляю к своим друзьям от компании Cyprus. У них помимо Sony можно купить и Samsung на Snapdragon, Pixel 6 Pro, и OnePlus 10 Pro и так далее. Так что я внизу оставляю ссылку, переходите, посмотрите. Ну и самое главное, если именно по этой ссылке перейдете и сделаете покупку, вам будет подарок, так что welcome. Я прямо сейчас снимаю Full HD 60 кадров в секунду. Меня как-то попросили: Филипп, снимай Full HD 60 кадров в секунду, не 30. Я подумал, ну окей, если вы просите, я с большим удовольствием это сделаю. Вот давайте прямо сейчас посмотрим на цветопередачу, на засветы, а также на максимально темную поверхность. Хотя обычно эти поверхности гораздо светлее. Но вот смотрите, сейчас мы смотрим на песок, и я вижу, что детализации больше на Xperia Pro I, да, согласитесь? Больше всяких песчиночек и так далее. Это уже хорошо. Смотрим на Исаакиевский собор. Цвет Исаакиевского собора лучше выглядит на Pro I, чем на Xperia 1 Mark III. Какие же темные кусты. Вот Sony, знаете, в чем проблема? Очень темную делает картинку. Прямо очень темную. Здесь на самом деле небо, его видно, потому что есть облака. Небо серое. Сонька показывает черное небо. И это, честно говоря, печально. Но это уже 4К. 60 кадров в секунду, давайте смотреть. Я вижу, что картинка точно лучше на Xperia 1 Mark III. Прошка как-то похуже, и с засветами она похуже. Но давайте посмотрим сейчас на куст. Посмотрите, что очевидно, что детализация больше на Xperia 1 Mark III. Да, этот вопрос, конечно, с дюймовой матрицей все больше и больше возникает у меня, типа, в чем прикол? Немножечко такой зеленоватый цвет здания, а на прошке немножко более розоватый. При этом, посмотрите, шаги отражаются на прошке. Прямо стабилизация, видите, плывет, да? И дергается, когда я иду. Вот так вот снимает ночью эти две камеры. И мне, конечно же, больше нравится, как снимает Xperia 1 Mark III. Но это уже сверхширокоугольная камера. Здесь уже стабилизация похуже. Это тоже 4К 60 кадров в секунду. Но опять же смотрим на ширик, на деревья. И деревья хуже отражаются на Pro I. И больше деталей на Xperia. Единственное, что Xperia 1 немножко темноватая такая. Pro I дает немножко более светлую картинку, но деталей поменьше. Я бы сказал, вот если сейчас смотреть на дорогу, то видно, как очень много шумов и так далее. Поспокойнее картинка на Xperia 1 Mark III. Засветов на обеих камерах очень много. Посмотрите на здание. Очень много засветов. Здесь, если посмотреть на Исаакиевский собор, тоже засветов очень много. Но я бы сказал, что, опять же, в моем представлении, картинка чуть более выигрышнее смотрится на Xperia 1 Mark III. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Еще один режим съемки — это 4К 60 кадров в секунду, но уже съемка на телевичок. Трехкратное увеличение на Xperia 1 Mark III, двукратное около того на Xperia Pro I. Смотрим на детализацию, на цветопередачу. Лучше стабилизация на прошке, но при этом и увеличение меньше. Если говорить про детали, смотрим на Исаакиевский собор. Я бы сказал, что, наверное, деталей, в общем-то, примерно одинаково. Чуть больше шумов, мне кажется, на Xperia 1 Mark III. И вот я сейчас иду, видите, как трясется здание. Но вот при ходьбе лучшая стабилизация все-таки у Pro I. Хотя оба могли бы, наверное, снимать и получше.
темная картинка, очень темная картинка на Xperia 1 Mark III, на прошке посветлее. Ну, с ночной съемкой, по крайней мере, мне все понятно. Теперь давайте посмотрим на дневную. Это тоже 4К, 60 кадров в секунду. Смотрим на засвет и динамический диапазон. Очень темная картинка, честно говоря, на Xperia получается. По деталям тоже примерно одинаково все. Ну и посмотрите, как только мы выходим на яркое освещение, да, у нас получается контровой свет. Сразу видно, насколько падает вообще яркость всех темных деталей и прям очень сильно просаживается картинка. Хотелось бы, честно говоря, более яркую картинку. И Sony, наверное, могла бы это сделать. Все зависит от настроек, потому что у других смартфонов это получается. Ну, примерно одинаковая по засветам картинка, но сама по себе очень-очень темная. Но самое страшное я вам сейчас покажу. Смотрите. Как вы думаете, что это за смартфон, который у нас появился здесь справа? Смотрите, какая на нем светлая картинка по сравнению с двумя Соньками. Ну, давайте предположите. Samsung, Sony, iPhone, не знаю. Это Redmi Note 11s. Вот так вот должен снимать Sony. А это снимает Redmi Note 11s. То есть чувствуете, да, претензии к Sony какие? Ну и немножко съемки на телевичок, максимальное увеличение, но вы видите, да, что картинка очень пикселизируется и выглядит очень грустно. Да, это Sony. Ну а это у нас уже фронтальная камера Full HD 30 кадров в секунду. Прошка дает более темную картинку, чуть-чуть в тенях, но в целом примерно одинаково грустная история. Много засветов, посмотрите, как засвечивается лицо. Да, Сонька, как всегда, удивляет тем, что в автоматическом режиме она снимает очень странно. Есть, конечно же, про режим, про ручные настройки и бла-бла-бла, но мне все-таки странно, что Sony делает такой результат. В общем, друзья, что вы думаете по поводу видео? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Я думаю о том, чтобы сделать видео с ручными настройками, но пока не понимаю, нужно ли его делать. Если надо, напишите. Мне хочется показать, что Sony умеет все-таки снимать. А мы переходим к фото. Ну что ж, друзья, с видео не все однозначно. Теперь давайте посмотрим, что у нас с фотографиями. Я, как всегда, сделал большое количество фотографий днем, ночью, также портретики. Сделал фотографии на телевичок. Интересная история, ведь в Xperia 1 у нас есть два телевичка. Трехкратное увеличение и 4,4 увеличение. А в Pro I у нас только один телевичок, и увеличение там в 2,1 раза. Очень интересно, что совершенно такие неровные цифры. В общем, Sony сама себе на уме. Я предлагаю начать с вечерних и ночных фотографий Петербурга. Красивые фотки. Затем перейдем к портретам и дневные фотографии. Самый центр Санкт-Петербурга, самое сердце Санкт-Петербурга. И здесь мы видим очень сильный засвет на Xperia 1. И этого засвета нету на Pro I. И еще интересный момент — детализация, да? Pro I, посмотрите, детализирование, ну, очевидно, да, чем Xperia 1. Но при этом пиксели на самом деле вылезают. Я думаю, что другой бы смартфон справился здесь получше. Ну а теперь делаем увеличение в 3 раза на единичке и в прошке на 2,1. Соответственно, они по-разному выглядят. Теперь уже на единичке нет засветов, а на прошке они появились. Очень много, честно говоря, каких-то артефактов. Посмотрите, да, появляется желтый пиксель, появляется какая-то неровность, шероховатость. На единичке у нас меньшее количество деталей. Меньшее количество деталей и такая небольшая пелена засвета. Это широкоугольная камера. Sony дико вообще все засвечивает. Обратите внимание, просто все засвечено. Я точно могу сказать, что другие флагманы здесь справляются лучше. Еще обращаю внимание на искажение, которое происходит за счет того, что эта фотография на сверхшире. Посмотрите, насколько сильно здание наклонено к центру на единичке по сравнению с прошкой. Вот так, чтобы было вам понятно. То есть программно на прошке убираются вот эти искажения. Но вот эти засветы — это просто жесть, конечно. Причем выглядят фотографии очень-очень близко, практически идентично. И по детализации, по всему, да, ну есть какая-то небольшая разница. Ну, не знаю, да, наверное, деталей чуть побольше на прошке. Эта фотография сделана на телевичок. Опять же, трехкратное увеличение, 2,1. Вот по этой колонне видно, что деталей чуть побольше на единичке. Еще, наверное, стоит обратить внимание, что на единичке вот здесь видно 22 секунды, а на прошке у нас все засвечено. Может быть, это просто так случилось, потому что в целом количество засветов на обеих камерах примерно одинаковое. Может быть, чуть их больше на прошке. Но это максимальное увеличение
увеличение. На Xperia 1 у нас оно 12,5, на прошке 6,8. Классные значения. Ну, здесь видно, что единичка сделает лучше фотографии по детализации, ну и, соответственно, по самому увеличению. Еще раз напомню, что у нас 2 телевичка есть на единичке, на прошке только один. Еще одна фотография на максимальном увеличении. Здесь немножко странная ситуация, потому что как будто бы лучше фотография получилась на единичку, судя по куполу, потому что на прошке тут вот какие-то артефакты и так далее. Но здесь при этом на прошке, вот в этой части, есть такие зубчики, которые видны, а на Xperia 1 их не видно. Так что, не знаю, еще на прошке чуть тени подняты. Можно разглядеть какие-то моменты, на единичке нет. Но в целом деталей все-таки больше, наверное, здесь. Судя вот по этим колоннам, по ангелам. Еще одна фотография. Здесь, во-первых, стоит обратить внимание, что есть небольшие засветы вот на этих светлых участках. Во-вторых, обращаем внимание, что детализации больше на прошке. Вот видите, на колоннах видны линии, чего нету на единичке. Вот. И здесь вот эти части орнамента тоже видны на прошке и на единичке не видны. Опять делаем увеличение. Что у нас получается здесь? В итоге по деталям получается у нас примерно одна и та же ситуация. Даже не могу сказать, что кто-то здесь фотографию сделал получше и сложно кого-то выделить. Но, наверное, все-таки это Xperia 1. Сложно представить, почему Sony не умеет обрабатывать свои снимки. Эти фотографии обычно совершенно без засветов есть на всех камерах. Sony ничего не может сделать. Выдает вот такое жуткое зрелище. И по большому счету, если эту фотографию, видимо, не делать в ночном режиме или не занижать экспозицию, будет вот такая ерунда. Но тогда будет вся фотка темная. Поэтому занижение экспозиции тут, конечно, сильно не поможет. Просто оба смартфона делают плохо. Вот именно плохо. При том, что на телевичок фотографии получаются нормальные. Какая должна была быть фотография на основную камеру? Но там какая-то беда. Но в любом случае вы видите, что на Xperia 1 фотка получилась получше по деталям, по засветам и всему остальному. Мне, вы знаете, нравится Сонька тем, что она из ночи не делает день. Хотя порой хотелось бы немножечко хотя бы видеть небо, потому что совсем темнота получается. Ну, в общем, вы поняли, да? Это ночные фотографии. Очень много проблем с засветами. Можно ли сказать, кто делает фотографии лучше? Ну, телевички, наверное, лучше отрабатывают на Xperia 1. Ну, а фотографии на основную камеру, вот, например, как это, сложно сказать, где они получаются получше. Очень все близко. И не сказать, что есть какое-то сильное движение в сторону дюймовой матрицы, да? То есть вот мы видим фотографию в темное время суток. Кстати, ночной режим нельзя включить самостоятельно. Он сам, если хочет, включается, если хочет, не включается. И вот что дюймовая матрица, что не дюймовая матрица, особо толку никакого-то и нет. Но дальше, честно говоря, друзья, придется добавить немножко трэша. Во-первых, вот такая фотография. Трэш здесь в том, что вот эта зона максимально темная. И любой другой смартфон тени бы вытянул. При том, что Sony делает фотографию с режимом HDR. Наверху написано, что это HDR. И вы видите, как получается фотография на прошке. Прошка с дюймовой матрицей. Господи, с такими дикими засветами. Как это вообще может все работать? Не понимаю. Тут же делаем фотографию на широкоугольную камеру. И вот, считайте, практически одно и то же. Чуть более светлая картинка на единичке, но разница вообще минимальная. По детализации, честно говоря, тоже никакой разницы нет. Все вот ровно одно и то же. Ну и вот увеличение трехкратное и двукратное. Здесь на прошке опять HDR работает очень плохо. На Xperia 1 нормально отработали. Здания видны, задник виден. Вот с увеличением почему-то фотографии получаются хорошие у Sony. Ну, по сравнению, по крайней мере, с основным модулем. Это проверка работы HDR. Вы видите, что прошка ничего не может сделать. Все у нас уходит в засветы. А единичка здесь справляется лучше. Еще одна фотография. Опять же, очень темные тени. Точно скажу, что любой другой флагман, и не флагман тоже, кстати, эти тени бы вытянул. Ну, если сделать увеличение, то все примерно одинаково по детализации. Плюс уход вот в пиксели. Видите, картинка такая пикселизированная. HDR работает слабо. Обработки, кстати, практически никакой нету. Это и плохо, и хорошо одновременно. Такие вот получаются натуральные фотографии. Но, в общем, вот. Еще одна дневная фотография. Чуть более контрастная картинка получается на единичке. Светлая картинка на прошке. По деталям все примерно одно и то же, но я бы сказал, что на единичке детали чуть побольше. Еще одна дневная фотография, опять же, чуть более яркая, контрастная и голубое небо на Xperia 1. На прошке чуть попроще. По-прежнему не видна никакая обработка. Здесь мог бы быть шарпинг. Здесь можно было бы видеть работу режима HDR. Вот чуть-чуть только видно. Да, вот видите, белая такая окантовка вокруг деревьев. Вот это как раз-таки у нас небольшой шарпинг и обработка HDR. Но очень-очень минимальная. В целом вот эта вся зона достаточно темноватая на обеих камерах. Но вот Сонька так фотографирует. Вот мы берем, фотографируем человека. И видите, да, насколько темная получается картинка на Pro Eye.
Это та Pro Eye, которая обещает нам лучшие фотовозможности. Но в итоге это так не работает. Мне, кстати, в комментариях писали, типа, Филипп, почему у тебя дети болеют за Динамо? Ребят, у меня дети не болеют за Динамо, у меня дети играют за Динамо, за хоккейный клуб Динамо. В тенях очень темно, очень контрастная фотография получается, единичка получше. Еще одна такая фотография драматическая, прямо сгущаются тучи. Ну вот как в современной реальности сейчас тучи сгущаются. По деталям все примерно одинаково, и я бы сказал, что фотографии выглядят очень-очень одинаково, но опять же небо чуть более такое светло-яркое на Xperia 1. Совершенно не хочется как-то унижать Sony, но вот эту фотографию я сделал, знаете, на какой смартфон? Ну, вы, наверное, подумайте, может быть, это iPhone, может быть, это Samsung, может быть, это еще что-то. Однако это недорогой Xiaomi, это Redmi Note 11s. Так посмотрите, как у него работает режим HDR, и как мы видим шарики, и как мы не видим шариков. Вот здесь вот наверху в Sony. Sony, дорогущая, профессиональная Sony. И какая-то Redmi делает фотографию с точки зрения HDR лучше. Вот у меня нет объяснения, почему так происходит. Если посмотреть на детали этой фотографии, то мы заметим, что у нас прошка в фокусе, какое-то есть размытие или шевеленка, или что это, не знаю, на единичке, и что-то среднее из этого на Redmi. О, реклама Комета, отлично. Комет, наверное, тоже ушел уже. Здесь у меня задача просто показать, как, по идее, должен примерно работать режим HDR, и как он не работает на Sony. Так, делаем фотографию, это уже у нас портретик получается. То-то тут прошка не дотянула, ну прямо явно не дотянула. Это, кстати, не портретный режим, да, это просто мы делаем портрет, фотографию человека. Где детали-то? Деталей нету. И делаем фотографию с увеличением, трехкратное увеличение и 2.1. Моя супруга оказалась так близко, потому что мне просто дальше было некуда отойти. Смотрим на детализацию. Ну, здесь она примерно такая же, примерно идентичная. Но цвета чуть поприятнее получились на прошке. Ну, вот это, конечно же, полная беда. Здесь вообще закат. Но, вы понимаете, режим HDR на Sony работает таким образом, что он все засвечивает. Поэтому у нас просто тут белое пятно из неба. Также вы видите косяки по обработке портретной фотографии. Вот они прям вокруг шапки идут. И это у нас на прошке. Вот такие облезлая шапочка немножко получается. Ну и по деталям, да, не сказать, что то-то как-то сильно интереснее. Видно только вот по этой молнии, что она лучше получилась на прошке, но при этом сама фотография более темная. Ну и вот эти косяки вокруг шапки, честно говоря, расстраивают. Та же самая фотография, сделанная на телевичок. Опять же, небо все засвечено. Здесь на прошке по-прежнему косяки портретного режима. Вот, посмотрите, прям очень-очень явные косяки. Их потом как убирать-то? Потому что они же вот, ну, видны, вот даже здесь видны. По детализации, ну, вы все видите сами. К сожалению, это не уровень смартфона за 140 тысяч рублей. Давайте еще посмотрим на селфи-фотографии. Селфи номер 1 плохое. Прям плохое селфи. Одинаково плохое селфи и там, и там. Селфи номер 2 абсолютно одинаково отработали алгоритмы. И одинаково плохая детализация на фронтальной камере. Да. Ну вот даже не знаю, что еще ответить. Вот вы знаете, друзья, я смотрю на эти фотографии и пытаюсь понять, как же сделать так, чтобы Sony делала хорошие фотографии. Я думаю, может быть, стоит запилить видео с фотографиями в ручном режиме. Может быть, ручной режим реально спасет фотки Sony, потому что это очень слабый вариант. И я не понимаю, каким образом люди выбирают флагман от Sony для фотографирования, если в автоматическом режиме вот получаются такие фотографии. Да, возможно, вам нравится Sony, возможно, вы любите там ручные настройки, и там у вас получается что-то невероятное, но вот в автоматическом режиме результаты вот такие. Я уже делал сравнение Sony Xperia 1 с Samsung Galaxy S22 Ultra, и там результаты примерно те же самые. Samsung окей, Sony догоняет. Вот такая вот история, друзья. Знаю, что многие из вас ждали это видео, поэтому я с удовольствием его выкладываю. Мне очень грустно, что у компании Sony вот так вот все получается, и очень хочется в какой-то момент все-таки взять Sony и сказать: вот японцы, вот дают, вот сидели, и в итоге сделали классную камеру. Еще раз напомню, что в основном все сенсоры от компании Sony стоят у других производителей. У Samsung, у Pixel, у Xiaomi и так далее, и так далее. На этом все. Большое спасибо за то, что посмотрели. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. Конечно же, Дзен, ВК, ссылочки будут внизу, также не теряемся. На этом все. Ни в коем случае не болейте, берегите себя и своих близких. Пока.